Всем привет! Вы на канале SuperKit. mSATA SSD Tanbash – это еще один представитель данного китайского бренда в моих обзорах. Ранее он был представлен на канале двумя планками DDR3 памяти по 8 ГБ каждая. Данный твердотельный накопитель имеет емкость 128 ГБ, трехуровневую ячейку памяти TLC и соответствует скоростям SATA 3. Насколько стандарт mSATA еще востребован непосредственно для прямой установки в комп, ноут или еще куда-то, я не знаю. Новую материнскую плату вряд ли удастся найти с таким разъемом, разве что на майнерских платах можно еще встретить разъем mSATA. Но вот для всяких адаптеров, особенно если в ноутбуке разъем IDE или для возможности обретения внешнего USB 3.0 SSD с помощью кармана, что я себе и делал, это идеальный стандарт. В принципе, получить это можно и из SSD M2, но mSATA меньше в размерах, чем полноразмерный M2 SSD 2280, а кроме 2280 существует в продаже лишь M2 2242, однако они заметно дороже и выбор меньше. Если честно, то и mSATA уже еще та диковина, но все же пока что встречается чаще, чем M2 2242. И скорее всего, что за одним, что за другим, изначально путь заказан китайским партнерам в лице AliExpress. Именно эта модель представлена в 4 вариантах по емкости: 128, 256, 512 ГБ и 1 ТБ. Упаковка блистерная, впрочем, ничего необычного. Необычно все, в том числе и информационная составляющая в описании у продавцов AliExpress. Хотя здесь скорее все обычно. Например, посмотреть ресурс по количеству циклов перезаписи просто негде. Ни на упаковке, ни в описании в месте продажи. Я даже спросил эту информацию у продавца, но сначала он пытался отморозиться, писал, что не понимает, о чем я вообще спрашиваю, потом ответил, что эта величина стандартная, а какая именно, он не знает. Я и не сомневался в таком ответе. Будем отталкиваться от того, что дешевые китайские бренды стартуют от 30 терабайт наработки по ресурсу для твердотельного накопителя емкостью 128 ГБ. А финально я бы взял ресурс SSD Samsung EVO, который заявлен на отметке 600 циклов, то есть 75 терабайт для SSD 128 ГБ. Такие рамки соответствуют типу ячейки TLC. Все эти показатели – это гарантированное количество циклов перезаписи, либо количество трафика, кому как удобнее считать. Но, как показывает опыт смельчаков, которые пытались сработать ресурс твердотельника, на самом деле ресурс заметно выше указанного производителями, иногда в несколько раз. Для тестов подключать mSATA буду в компьютер. Для этого мне понадобится соответствующий адаптер из mSATA в SATA, так как mSATA разъема на моем компе нет. Про разные интерфейсы и разъемы было сделано отдельное видео, там можно увидеть и разные переходники также. О том, влияют ли они на скорость, также было соответствующее видео, в котором я собирал целый бутерброд из переходников. По факту это один и тот же интерфейс, что и у SATA, отличие лишь в том, что mSATA стал бескорпусным первопроходцем в SSD для ультрабуков и всяких первых нетбуков. Отличие от обычного SATA в том, что такой разъем позволяет сэкономить на пространстве для постоянного запоминающего устройства. Что касается твердотельника Tanbash, то поскольку это новое устройство, нужно сделать инициализацию диска. Уже из управления дисками сразу видно, что форматированная емкость окажется 119 ГБ. У дисков 120 ГБ форматированная емкость будет 111 ГБ. После инициализации диск появляется в проводнике, и это говорит о том, что можно переходить к тестам. Пока делается тест поверхности в Victoria, можно изучить Smart в программе Crystal Disk Info. Датчик температуры здесь отсутствует, температура всегда 38 градусов, то есть просто программно имитируется информация о температуре. Crystal Disk Mark информирует о скорости чтения чуть более 500 МБ в секунду, а скорость записи чуть менее 300 МБ в секунду. Программа HDTune рисует горизонтальную планку чуть-чуть над отметкой 500 МБ в секунду.
И, естественно, просто необходим тест с записью объемных файлов, чтобы посмотреть, как долго продержится максимально возможная скорость. Для этого я сразу создал несколько папок, куда и буду закидывать группы файлов общим объемом 54 гигабайта. Это несколько раз склонированная пара фильмов. Копирование будет происходить с моего SSD Samsung EVO на 1 терабайт. В его скоростях как чтения, так и записи сомневаться не приходится. После записи первых 3 гигабайт скорость падает с 490 мегабайт в секунду до отметки около 260 мегабайт в секунду. То есть до той скорости, которая была видна при тесте с помощью Crystal Disk Mark. И такая скорость продержалась еще 40 гигабайт беспрерывной записи. После этого произошло еще одно падение, и скорость записи колышется между отметками от 10 до 55 мегабайт в секунду. И если 55 мегабайт это уже, можно сказать, обычная скорость для твердотельного накопителя после окончания участка относительно быстрой памяти, то просадки вплоть до 10 мегабайт в секунду это, конечно же, не очень. Из-за чего время записи второй партии файлов объемом 54 гигабайта рассчитывается между 30 и 40 минутами. Единственное, чем можно оправдать такую скорость, это то, что для таких низких значений она достигается лишь после записи 40 с плюсом гигабайт. Но это такое себе оправдание. А для того, чтобы скорость восстановилась, нужно дать время накопителю перебросить информацию с более быстрых участков на более медленные. Касательно SSD, падение скорости не означает, что высокой скорость будет только этот первый отрезок записи от общей емкости, типа 40 гигабайт быстро, а остальные 80 гигабайт всегда медленно. Речь идет именно о беспрерывной записи. Таким образом, при беспрерывной записи из 119 гигабайт форматированной доступной емкости достаточно высокая скорость была 43 гигабайта, что для 128 гигабайт объема твердотельного накопителя фактически рекорд из всех тех SSD, которые были у меня на обзорах. Единственный случай, когда скорость держалась максимальной от начала записи и до самого конца, был мой упомянутый ранее SSD Samsung EVO, но и емкость его 1 терабайт. Все другие SSD сдувались с максимальной скорости намного раньше. Для сравнения, на обзоре был другой mSATA SSD на 120 гигабайт от фирмы Golden Fear. Там скорость после исчерпания быстрого участка памяти падала до 50 с небольшим хвостиком мегабайт в секунду. И эта скорость держалась стабильно, в отличие от просадок у накопителя TON Bash. Но само падение происходило почти мгновенно после начала записи, через 4-5 гигабайт. Так что решайте сами, что для вас лучше. Я же в очередной раз могу добавить, что если у вас хороший блок питания, то бояться за работоспособность и долговечность SSD особого смысла нет. Куда более важным являются его скоростные возможности, особенно возможности записи, особенно после исчерпания относительно быстрой памяти. Я бы все же отдал бы предпочтение сегодняшнему экземпляру, так как он позволил 43 гигабайта копировать с достаточно высокой скоростью. А вероятность того, что вы будете копировать объем, превышающий эти 43 гигабайта, все-таки намного ниже, чем 100%. В случае же записи до 43 гигабайт TON Bash явно побеждает. Мне особенно интересно, как повели бы себя другие модели от этих производителей на 1 терабайт. Коль я упомянул и другие модели, которые были на обзорах, не лишним было бы отметить, что все SSD, которые были в моих обзорах, живут и здравствуют. Ничего не сгорело, не отвалилось, не испортилось. Видимо, нужно добавить в традицию в обзорах твердотельников сообщать эту инфу, чтобы сразу ответить, жив ли тот или иной накопитель. Данный SSD идет во внешний карман USB 3.0 для mSATA. Мое имхо – это самый простой, законный и удобный способ сделать себе внешний твердотельник. Если честно, то я не очень был рад, когда придумали mSATA, а вслед за ним и M2, потому что я не сторонник того, чтобы плодились однотипные устройства с одинаковыми возможностями. Но тогда и SSD были предметом роскоши. Сейчас, когда у меня у самого один из таких стоит в компе сразу в плате, пусть это и M2 NVMe, а не mSATA, но суть не меняется, я оценил удобство в отсутствии проводов.
ведь установка твердотельных накопителей сразу в системную плату минимизирует хаос и наводит красоту внутри системного блока. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!